Так, друзья, уже, сейчас я вам скажу, сколько времени, 4:30. И у нас, я не стала сегодня снимать, мы очень сильно замерзли. Началась плохая погода, в общем, когда вы еще видели первое видео утреннее, то мы шли. Да, я видео снимаю. Я видео снимаю. Да, я снимаю видео. Итак, продолжаю. Я даже ничего не переписываю, вы видите, вот как есть, так есть. Я всегда снимаю видео с одного дубля. Я не люблю вот это вот все, знаете. Видеодневник, все правда, вы видите так, как есть. Так, как если бы вы сейчас сидели вместе со мной в этой комнате, где сейчас нахожусь я. В общем-то, как-то резко похолодало, затянулись тучи и начался дождь. Дождь такой холодный, промозглый. В общем, сегодня был нелетный день. Так вот как-то бывает, к сожалению. Но я сказала, что у меня сегодня было одно такое наблюдение, было, как я и обещала в первом видео, что я расскажу вам об этом сейчас. Вот я рассказываю, когда мы были на рынке, на продуктовом рынке, мы там проходили мимо сегодня утром, когда шли на барахолку, очень было много машин, очень много людей. Я не помню, я в 2023-2022 году ни разу в жизни не видела столь оживленный рынок, который был сегодня. Было очень много машин на стоянках, люди тащили все, что только могли. Какой-то такой был ажиотаж сегодня на продуктах, я не знаю. Ну, я такого не видела. Возможно, это связано со вчерашними и позавчерашними событиями, но в основном со вчерашними, потому что люди тащили сетки картошки, сетки морковки, мешки сахара, в общем, различные продукты питания, и все в большом количестве. Я уже через этот этап, для меня это пройденный этап. В прошлом году мы делали несколько раз запасы. Я об этом рассказывала, это есть не одно видео на канале, в результате подходит... В крупе заводятся насекомые. Крупу скармливали птицам, голубям. Консервы подходят срок хранения. У них там срок хранения год-два. В общем, к концу подходит срок хранения. И консервы тоже. Что там мы поели. В прошлом году я делала запас детского питания. Я делала запас памперсов, запас круп, каш. Естественно, сейчас, это еще было в 2022 году, сейчас Амирану не нужны ни питание детское, ни памперсы, я все поотдавала, все, что у меня было такое вот детского, памперсы, питание, каши, молочные смеси у меня были в большом количестве. Я кормила грудью, но на всякий случай я очень боялась тогда, что пропадет молоко. В общем, я это все поотдавала мамочкам с детьми, слава богу. Ну, для памперсов срок хранения не важен. Насчет молочной смеси я контролировала там процесс, я следила за сроками. Очень хорошая молочная смесь у меня была, я все покупала и, в общем, нашла, слава богу, нашла маленьких лялечек, кому это все отдать. В общем, поотдавала и детские Амирана вещи. Но в основном у меня был большой запас питания, памперсов. Вот это вот все уже, слава богу, хозяин нашелся. Но сейчас я вам к чему это я сейчас спонтанно вспомнила. Когда я смотрю, как сейчас нагребают продукты питания, я хочу сказать, что знаете, я вчера, когда посмотрела, вот что произошло вчера, да, ракеты прилетели, и даже если бы был у людей запас продуктов, что это меняет? Что это меняет? Запас продуктов он должен быть, но безумствовать в этом вопросе не стоит. Запас продуктов в мирное время какой-то должен быть, да? На неделю, на две, ну максимум на месяц. Но когда уже доходит до безумия, то это же тоже имеет свойство портиться, и на все есть сроки хранения. В общем, вот такой вот сегодня был ажиотаж, я уже заметила. Каждый раз, как что-то случается, у людей начинается паника.
Люди начинают. Сейчас еще, знаете, в прошлом году помню, как разгребали повербанки, как, знаете, у нас в первый день отключения электроэнергии в прошлом году, осенью, это, я думаю, помнят все украинцы, мы пришли вечером в магазин, но мы пришли за другим. Но везде висели вот такие вот уже объявления: повербанков нет, повербанков нет, повербанков нет. А потом в один момент и генераторы все поскупали. Есть видео на канале. Когда я поехала в эпицентр, а генераторов не было нигде, их ждали новые поставки, новую партию, в общем. И когда уже она приехала, они уже никому не нужны были. Слава Богу, пережили зиму с Божьей помощью и с помощью моих друзей. Я думаю, вы знаете, о ком идет речь, потому что есть люди, с которыми я действительно успела подружиться за это время. И спасибо вам большое за помощь, конечно, но сейчас... Я думаю, что в этом году опять будут ажиотажи с пауэрбанками, с генераторами, совсем вот так вот, как сегодня с продуктами питания был ажиотаж. Люди такие люди, да? Люди всегда одинаковые, и паника, к сожалению, свойственна. Ну, я не вижу в городе какой-то паники, чтобы кто-то куда-то бежал, но, тем не менее, на продуктах сегодня было вот так вот. Еще, кстати, мне задали вопрос, я хотела бы на него ответить, и позавчера несколько людей разных писало одинаковые вопросы. Я сейчас вам скажу, какие. Увидел видео, в котором девушка говорит, что в Украине нет горячего централизованного водоснабжения. Типа у каждого дома бойлер. Расскажите, есть ли у вас горячая вода? И второй человек тоже пишет. Сегодня случайно увидела видео, где говорили, что в Украине в квартирах нет и никогда не было централизованного горячего водоснабжения. Не отопления, человек подчеркивает, а именно воды горячей в кране. Ребят, ну кто вам такую чушь сказал? Я не знаю. Возможно, этот человек якобы из Украины, эта девушка, которая выставила видео в шорт, живет где-то в селе, ну, допустим, там нет горячего водоснабжения, я это допускаю. Но вот что относительно Харькова, если мы возьмем Харьков, естественно, здесь горячее водоснабжение во всех домах есть. Ну, за исключением, естественно, частных домов, маленьких домов. Во всех высотных домах, в городе Харькове, и не только в Харькове, во всех крупных городах Украины, естественно, есть централизованное горячее водоснабжение, и всегда было. И, ну, я не знаю, с какого точно года оно есть, это, знаете, такой спонтанный вопрос. Я думаю, это все есть в интернете, эти сведения, поэтому я вам заявляю официально, что у нас есть горячая вода в кране. Слава Богу, бывают такие моменты, когда на летний период, на месяц где-то отключают, когда ремонтные работы проводятся в городе, замена труб, либо еще что-то, то бывает такое, что отключают горячую воду. А так горячая вода всегда была в кране в Украине. Это какая-то неправда. Поэтому развеяли этот миф. Горячая вода есть, и я вам покажу. Ну, у меня на самом деле, там, где сейчас нахожусь я, здесь горячей воды нет, здесь бойлер. Но это, можно сказать, частный дом. Это старый дореволюционный дом. А в квартирах у моих родителей есть горячая вода, у моей бабушки есть горячая вода, и у моей свекрови есть горячая вода. И, в общем, везде есть горячая вода во всех многоэтажных домах. Так вот, друзья, не забывайте поставить этому видео лайк, подписаться на канал, кто еще не подписался, мне будет приятно. Ну и сегодня у нас дождь на целый вечер, вот так вот грустно и уныло. И мы с Норой, к сожалению, не сможем пойти туда, куда мы планировали сходить. Вот так вот сегодня проведем этот вечер дома. Всем тихого, спокойного, мирного вечера. Сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.